Здравствуйте, друзья! После знакомства с дверным видеозвонком от Xiaomi, обзор можно посмотреть у меня на канале, я решил продолжить изучать данную тему, и ко мне в руки попало аналогичное устройство от бренда Alphawise, бюджетного, но весьма качественного и неоднократно лично мной уже проверенного. Итак, наш сегодняшний обзор посвящен дверному видеозвонку Alphawise L10. Упаковка устройства стильно оформлена в темных тонах. На самой коробке нет указаний на бренд Alphawise. Есть только название X-Smart Home. Это новая для меня экосистема умных устройств. Сзади перечислены основные возможности устройства, на которых я остановлюсь подробнее. Сердцем устройства является 440 МГц процессор HiSilicon. Интерфейс Wi-Fi 2,4 ГГц. За съемку отвечает 1,5-дюймовый мегапиксельный сенсор разрешением 720p и частотой съемки 30 кадров в секунду. Оснащено устройство объективом с углом обзора 166 градусов. Датчик движения с дальностью до 10 метров. Питание стационарное, micro-USB или автономно, двух элементов 18650. Три режима работы: обнаружение движения, нажатие на кнопку и ручное подключение. Насчет рабочей температуры и защиты от влаги ничего не сказано, но мое мнение, этот гаджет для внутреннего применения. С упаковкой все в полном порядке. Кроме плотного картона коробки, устройство защищено по периметру противоударной вставкой. Кроме самого видеозвонка в комплекте имеется инструкция на английском языке, в ней же присутствует QR-код, ссылка на приложение управления. В пакете с крепежом, кроме 4 шурупов с дюбелями для крепления к стене, имеется и винт с шестигранной головкой с ключом для крепления видеозвонка к съемной панели. Устройство имеет вид классического дверного интеркома. Такие часто можно видеть, например, на дверях офисов. Круглая кнопка вызова обрамлена полупрозрачным кольцом с подсветкой. Над ней отверстие динамика и микрофона, еще выше объектив камеры и датчик движения. Задняя панель съемная, предназначена для крепления на стену. Сам звонок устанавливается на нее и прикрепляется комплектным винтом. На ней имеются контакты, по всей видимости для подключения внешнего стационарного питания, но подробной информации я об этом пока не нашел. Что интересно, в отличие от дверного звонка Xiaomi, который питается от 4 батареек АА, в качестве элементов питания этого звонка выступают два аккумулятора 18650. И я считаю это прекрасным решением, так как их легко найти, стоят они недорого и имеют большую емкость. Производитель заявляет до 8 месяцев автономной работы. На задней стороне звонка видим: справа кнопка сброса, посередине ответная часть контактов от задней панели, белая подпружиненная кнопка, судя по всему, датчик снятия, и micro-USB для внешнего питания. На нижнем торце неприметно находится крепежное отверстие для винта, он крепит звонок к панели. Для экономии питания движение фиксируется не камерой по разнице картинки, а отдельным датчиком движения, он находится вверху. Чувствительность его настраивается или полностью отключается в приложении. Слева от объектива датчик освещенности для переключения между дневным и ночным режимами. Сравнительно с звонком от Xiaomi, этот гаджет крупнее и не так бросается в глаза за счет своего цвета. Черный с серебристым, как по мне, будет смотреться органичнее, чем яркое белое пятно звонка от Xiaomi. В комплект не входят элементы питания, надо заблаговременно их приобрести. У меня нашлась в закромах пара дешманских аккумуляторов, их вполне хватило. Но я бы рекомендовал что-то проверенное, типа NCR 18650B. Звонок работает и от micro-USB, как с установленными аккумуляторами, так и без них. Должен еще работать и при подключении к контактам задней панели, но пока непонятно как именно. Между аккумуляторами находится разъем для карты памяти. Я поставил 32-гигабайтную карту. Опозналось нормально. После подключения питания устройство переходит в режим сопряжения. И теперь самое время приступить к установке приложения. Эта модель звонка работает с приложением XCH Cam. Есть еще версии для Tuya Smart. Устанавливаем из Play Market или App Store. Выдаем требуемое разрешение и попадаем в главное меню, где пока еще нет устройств. Переходим к добавлению устройства. Смартфон перед этим надо подключить к 2,4 ГГц сети. В мастере подключения вводим название и пароль этой сети, ищем новое устройство и после этого выбираем ему имя, пароль доступа и регион. Я выбрал не материковый Китай.
После добавления звонок появляется в списке устройств. Первый раз с картинкой по умолчанию. Нажав на нее, попадаем в режим живого просмотра. В отличие от Xiaomi, этот режим доступен всегда, а не только при звонке или тревоге. Далее в приложении картинка устройства от последнего живого просмотра. В режиме просмотра доступны кнопки управления, 3 основных: съемка фото, разговоры и видео. Они, кстати, сохраняются на смартфон. Под ними галерея снимков, переключение между режимом отображения, все сразу или квадратная часть. Круиз, видимо не для этого устройства, отключение звука и настройки. А настроек здесь довольно много, все на английском языке. В меню хранилища общий и доступный объем SD-карты. Доступно и облачное хранилище, но непонятно на сколько времени и места. 4 варианта ориентации и изображения, нормальное зеркалирование, повороты и все вместе. Настройка видео в зависимости от условий съемки. Далее идет настройка сенсора движения. Если не нужно реагировать на движение перед камерой, его можно отключить. Время ухода камеры в режим сна. При стационарном питании его тоже можно отключить. И частота электросети, для того чтобы на видео не было полос от лампочек освещения. При желании можно отключить светодиодную подсветку кнопки. В меню основных настроек сменить имя и пароль доступа к устройству. А для доступа с других смартфонов можно сгенерировать QR-код, который нужно считать приложением. Еще некоторые настройки доступны по нажатию на шестеренку справа вверху на картинке звонка. Тут настраивается режим звонков, входящий, тихий или уведомлений. Есть дублирующийся пункт генерации QR-кода и просмотр записанных картинок в облаке. В режиме живого просмотра доступна съемка фото и видео, причем они сохраняются на смартфоне. Кнопка «Альбом» показывает сохраненные кадры. В приложении имеется и режим горизонтального просмотра во весь экран. Для управления используются исчезающие наэкранные кнопки, которые активируются по нажатию. Записанное камерой видео по движению можно посмотреть по таймлайну. Время в левом верхнем углу корректное. Входящие звонки с камеры делятся на 3 типа. Звонок по нажатию кнопки, по обнаружению движения при активном датчике движения и при снятии камеры с панели тревожный звонок. Раз, два, три. Здравствуйте. Кто пришел? Привет. Кто пришел? Кто стоит возле двери? Раз, два, три. Проверка связи. Звонок снят. Зачем вы сняли мой звонок? Положите на место. Сравнительно с видеозвонком от Xiaomi, звонок от Alphawise имеет ряд преимуществ. Во-первых, это всегда доступный режим живого просмотра, который по сути превращает этот звонок в камеру видеонаблюдения. Второе – это использование более емких аккумуляторов 18650 и возможность подключения стационарного питания. В-третьих, по моему личному ощущению,
Это более быстрая реакция приложения на внешний раздражитель, будь то нажатие, движение, либо снятие. Из открытых вопросов остается, как подключать питание к задней панели, вот к этой вот контактной группе. Я так пока это и не выяснил. К минусам стоит отнести необходимость установки отдельного приложения для этого звонка. Уж лучше было бы Tuya Smart, которая уже как-то используется. Также это невозможность, по крайней мере я не нашел этой возможности, интеграции с альтернативными системами управления. Правда, звонок от Xiaomi тоже пока не интегрируется, так что это общая проблема. В итоге у Alphawise получился интересный дверной видеозвонок в той же ценовой категории, что и Xiaomi, даже немножко дешевле. Но при этом он более функциональный, более автономный и, я бы сказал, более быстрый. Для тех, кто хочет обзавестись такими элементами умного дома, я могу смело рекомендовать к приобретению. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!